Яйца взбивайте просто до такой пышной белой массы. Пойдет мука 120 граммов. В нее добавлю ванилин и чайную ложку разрыхлителя. И все это отправляется. И поскольку я добавила разрыхлитель, я просто все перемешиваю миксером. И последние два ингредиента. Это растительное масло 40 граммов и молоко также 40 граммов. И бисквит никогда у вас не будет сухой. Он будет очень вкусный, влажный, его не нужно будет пропитывать. И все это добавляю. Слегка перемешиваю на маленьких оборотах миксера. Форму застелила дно бумагой для выпечки, ничем не смазываю. 24 сантиметра у меня форма. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25-30. Ну, тут все зависит от вашей духовки. Проверяем, как всегда, деревянной шпажкой. Бисквит готов. Выпекался он у меня ровно 35 минут. И уже минут 20, как я его вытащила из духовки. Как только вытащила, сразу прошлась по краям формы тонким ножом. Теперь открываю форму. И переворачиваю бисквит на решетку. Смотрите, какой шикарный. Даю ему полностью остыть. Для торта я делаю заварной крем пломбир. Беру 2 яйца, 150 граммов сахара, ванилин и кукурузный крахмал 1 столовая ложка. Все это перемешиваю. Добавляю сметану 400 граммов. И ставлю крем на плиту. Как только поставили крем на плиту, постоянно нужно его помешивать, чтобы крем не пригорел. Помешивая, довожу крем до кипения. Крем закипел, булькнул. И я сразу выключаю нагрев. Но продолжаю крем помешивать, потому что он еще варится. И снимаю с плиты. Посмотрите, какой сливочный красивый крем получился. Он уже очень вкусный. Когда он остынет, он будет более густой. Но я еще добавлю сливочное масло, чтобы крем стал более сливочным. Тут уже по желанию. Можно добавить 50 грамм, можно 100. Я добавлю 150 граммов. Если масло предварительно взбить и добавить к нему заварную часть охлажденную, крем будет более пушистый. Но вкус у крема будет такой же вкусный. Даже если просто вот так сделать, растопить масло в креме. И перемешиваю, пока масло не растает. Вот видите, какая однородная структура крема получилась. Очень красивый, вкусный сливочный крем. И быстро можно сделать. Крем накрыла пищевой пленочкой в контакт. Это делать нужно обязательно, чтобы он не заветрился, не образовалась корочка. И оставляю остывать до комнатной температуры. Бисквит полностью остыл. Сниму сахарную корочку сверху. И остается разрезать бисквит на 2 равные части. В надрезы ставила нитку обычную, перекрещиваю ее и протягиваю через весь бисквит. Нитка выходит.
Смотрите, какой пушистый получился, красивый. И кладу второй корж. Перед тем, как окончательно украсить торт, я его отправляю в холодильник на несколько часов, хотя бы часика на 2, чтобы крем стабилизировался. Теперь остается только окончательное украшение. А украшения у меня будут абрикосы. Любые ягоды можно использовать по сезону. О, уже смотрите, как красиво получилось. Молочная девочка с абрикосиками. Молочный белый шоколад растопила. Маленькую дырочку отрезала. Торт стоял в холодильнике всего 2 часа. Еще мягкий такой. Вуаля! Прямо большой кусочек. Оп. Тортику надо просто дать постоять еще в холодильнике. Крем стабилизируется. Посмотрите, какой мягкий бисквит. Без пропитки. Я попробовала тортик. Очень-очень вкусный бисквит в сочетании с кремом. И абрикосики здесь очень-очень к месту. Такая легкая кислинка абрикоса с кремом и с бисквитом. Очень вкусно. Попробуйте приготовить такой тортик «Молочная девочка» по моему рецепту. И вы точно не пожалеете. И вкусных вам тортиков, друзья!